Всем привет, с вами Хика, вы на канале Team Spirit MLBB, и сейчас я вам буду записывать гайд на Грэнджера, покажу на нем некоторые фишки, билды, эмблемы, и в целом присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Так, давайте разберем эмблемы и билд на Грэнджера. Начнем с самого главного. Эмблемы убийцы дают много проника, и за счет этого проника мы очень много дамажим на старте. В первом берем либо адаптивную атаку, либо адаптивный проник. Но мне больше нравится брать адаптивную атаку, потому что с ней ты быстрее фармишь крипов, забираешь таврики, и в целом для меня более приятный перк для игры. Во втором всегда берем фестиваль крови, потому что у Грэнджера нету физического вампиризма с базовых атак. Ты хилишься со своего первого навыка и ульты. Получается, с твоих самых главных кнопок, которыми ты дамажишь. Без этого перка ты очень часто, когда будешь остаться на УХП, ты не сможешь хилиться нормально. И в третий берем каплю, потому что она очень много дает на старте, то есть она тебя и хилит чуть-чуть, и наносит много доп урона. Когда ты паукаешь, то есть бьешь сдалека, капля очень много урона наносит, вместе с ультой, то есть ты прокаешь этот перк вместе с ультой, и очень много урона влетает в моменте. По билду я бы сказал, что всегда мы собираем первым предметом булаву маленькую, вот эту, либо же кусок на физдев, смотря вс кого ты стоишь на линии, то есть либо маленький кусок на физдев, либо маленький кусок на магдев, вот на магдев, вот на физдев. Собираешь булаву, потом собираешь серп, дает очень много мобильности, еще он очень сильно бустит наш урон, потому что каждый 1% кулдауна на Грэнджере дает 2 физ урона, 10 КД дает сам предмет, и это получается дает плюс 20 еще физ урона, то есть вам предмет за 2000 дает 100 физ урона и 15 пенетрейшена, то есть очень много. Следующим сетом я бы дособирал сапог. Можно собирать сапог на магдев, можно на физдев, если у противников очень много героев, которые могут до вас дойти, и они с физическим уроном. В основном билдится сапог на магдев, потому что очень много контроля в этой игре, и этот сапог очень сильно его контрит. Еще можно собрать сапоги скороходы. Если вы продерживаетесь тактики на Грэнджере, скипать свой пак на голде и потом бегать в мид, этот сапог очень хорош для этого, и он очень сильно разгоняет темп в игре. После сапога мы собираем сразу же Скайпирсер. У Грэнджера много урона, но в моменте вам не хватает чего-то, чтобы добить врагов. И как раз таки Скайпирсер очень сильно синергирует с в целом механикой героя Грэнджера, и без него очень тяжело потом выйти. То есть ты условно доминировал весь старт, но при этом без Скайпирсера ты просто в моменте у тебя перестает хватать урона, чтобы восхитить врагов, и Скайпирсер нам очень сильно в этом помогает. Дальше мы собираем всегда проник. Древняя Кираса очень сильно нам снижает урон, и если мы не будем собирать проник, у нас урон упадет где-то в раза 2. Бустит нам penetration, еще до 60% может достигать, в зависимости от того, сколько у противника физдефа. Вот дальше уже идет полный ситуатив, то есть можно собрать антихил, если против вас играют мурчалки, там Ангелов, Флорин, Матильда и так далее, либо же у вас маг в команде не собрал антихил, и вам он очень сильно нужен против героев, которые сильно отжираются на XP, например. Можно собрать Метеор, если условно против вас играет Джой, либо же Харит, который постоянно вас фокусит в файтах, и это поможет нам хоть как-то жить. Можно собрать зеленку, если вы на лютом перефарме, и у вас при этом очень много героев, которые могут вас подсейвить. Очень сильно бустит нам урон, то есть если мы его собрали, то мы просто бегаем, всех шотаем, но будут некие проблемы с выживаемостью, если против вас неподходящий пик. Можно собрать антифиз, если условно у вражеского АДК тоже очень много денег, там у вражеских убийц по типу Хайбусы, Фанни, которые вас таргетят постоянно в файтах и не дают вам играть, то антифиз хорошее решение. И еще можно собрать даже топор войны, но я сейчас не уважаю этот предмет на Грэнджера, лучше потерпеть чуть-чуть и собрать зеленку. Можно, конечно, еще собрать заморозку, но пока ее не будем рассматривать, можете ее увидеть у меня на стримах, когда я ее собираю, а так это вообще супер ситуативный предмет. Так, расскажу вам, что как на Грэнджере. Вот первый скилл, он вот так кастится, но я вам сразу скажу то, что его нужно постоянно отменять, потому что, условно, смотрите, если мы просто нажимаем первый скилл, вот так 2 раза, то все, у нас энергии нету, мы больше не можем первый скилл кастить. А можно делать по-другому. Условно, первый скилл вот так делать, отменять, давать базовые атаки, вот так ульту нажимать, второй скилл нажимать,
и у нас почти безлимитная энергия. Вот, то есть можно так отменять первый скилл, нажимать ульту, нажимать второй скилл, нажимать еще раз первый скилл, отменять его, бить базовыми атаками. Бесконечная энергия, если правильно ей пользоваться. После ульты у нас каждый раз дэш дается, а можно, если второй скилл одновременно нажать, у нас будет быстрый дэш и плюс наш второй скилл, и то есть мы быстро убежим от врага. Первый скилл ресает второй скилл из очевидного, второй скилл нам дает энергию, то есть у меня сейчас не будет энергии. Нажимаю второй скилл, полностью энергия у меня. Герой очень простой по механике, на нем нет прям каких-то необычных фишек. Только отменять первый скилл для того, чтобы сейвить энергию, и все. А так в целом герой очень простой. Так, загружаемся в катку. Видим пик противников, там достаточно много контроля, есть неприятная Хаябуса. Основная проблема то, что там очень много контроля, и плюс Люнукс, который может в нас ворваться. Берем сапог и будем продавать его до 15 секунды, и быстрее дойдем до лайна таким способом. Собираем сюда в ПБОВу, потому что они хорошо сочетаются с нашими эмблемами убийцы и дают нам много броника. Потом чекаем, с какого бафа начинает лесник вражеский, чтобы понять, с какого бафа, ну, чтобы понять, как он ротацию сделает. Пытаемся делать два действия одновременно, он начал с синего бафа, поэтому он под нас не выйдет, все нормально. Бьем крипов, отменяем первый скилл и забираем голдкраба. На Грэнджере весь геймплей состоит из того, что вы быстро забираете пачку и забираете голдкраба. Можно попаукать ван-ван чуть-чуть. Попаукали нормально. Хайбуса под нас не выйдет еще, поэтому вообще у нас все хорошо. Можно даже чуть-чуть поддушить, но можно просто линию застопить так. Вот условно, если в нас нормальный противник стоит, нам нужно сейчас не толкать линию для того, чтобы нас не застопили. Застопили это когда крипов уводят к себе по тавр. И что у нас тут? Ну, мы ее поддушить не можем, потому что это ван-ван. Очень сильный герой в этом мете. Ну, команда пишет на 6-й. Это к победе. Вот из этого килла у нас появляются шансы поиграть в игру «Мобильные легенды». Я считаю, что Ван хорошо сделала, нафидила нас. Не думаю, что мы можем забирать здесь Gold Tower. Да, точно не можем. Но если под ним Хайбус, я умер. Но вроде под ним нет Хайбуса. Чхан без ульты, сейчас можно что-то поделать. Не можем, Хайбуса на нас ульту держит. Хайбуса вроде умер, вообще кайф. Убили Ван. Еще один соло-килл в нашу копилку. Чхан распрыжку отдал. Собираем скайпирсер. Надеюсь, у нас будут стаки. Мне на секунду показалось, что там Хайбуса с голдкраба выходил. Было бы очень неприятно, если бы он там был. Так, ну она инспайр дала, она больше ничего не может. Страту не используем через фарм мида, потому что у нас в этой катке мид просто в нулищу отсосан. Такие вот пироги. Пушим тавер и не забираем его сразу для того, чтобы Ван не забрал карету, но у нас даже урона не хватает, чтобы добить тавер. Уходим сразу. Идем сейф путем, для того, чтобы нас не захавали. Ну, Люнукс просто свету отдаст. А вот Чхан не отдаст свету. Ну, нет. Что бы я собрал? Я бы, наверное, сапог на антиконтроль собрал, но сначала я бы собрал проник. Вроде не забрали монетку, не повезло. У нас мы Хайбуса не видим, просим Роуми растянуться, но Хайбуса мы видим на карте, поэтому агрессивно не играл, у нас еще флика нету. Могли так-то наказать Ван, но если бы мы дэш отдали для того, чтобы перепрыгнуть вот эту стенку, maybe она бы нас наказала с инспайра, поэтому не повезло. Maybe бананг стоит где-то в каком-то кусте, надо через глазок его чекнуть, но вроде его здесь нету. А, не, он тут есть. Ой, дэш очень плохо нажал, поэтому умер. Ну и плюс Гатот мог, конечно, раньше ультануть. Но это больше моя ошибка. Поэтому не расстраиваемся, гайс. И, скорее всего, это та игра, где нужно собрать антифиз сразу после проника, потому что все очень плохо. Хайбус нас может шотать просто с ульты. Пронзающий на баданге, пронзающий на Люнукс. Для нас это хорошие вести, потому что у кентов будет не так много взрывного урона. Так, вот Хаякака. Чухан вроде синициировал. Баданг отдал стенку. Можно убить Люнукс. Люнукс успевает нажать светлую. Бадангу очень плохо. Ой, готов ему. И файт не увенчался успехом. Так, идем на мид, дефаем его, собираем антифиз попутно. Ну, можно сейчас килл застапить по Бадангу. Прикилл. Убили этого. Можно еще Хай убить.
Убили Хаю. И мы фул комбэкнули игру, можно выигрывать ее. Поздравляю, гайс, мы выиграли игру на этом моменте. Мы сделали все действия для того, чтобы привести нашу команду к победе. Еще один стак скайпирсера. Уже 40. Ну, братанчик на бананге, потренироваться отправься. Не зря собирали антифизик, там баданг фул дэмэдж катает. Команда мне не светит кусты, но ничего страшного, тут нет хайбуски. Вот видите, обузим энергию, у нас она бесконечная почти. Если Чухан будешь делать респрешку, то он делает ее у нас. Можно убить Хаю на тенях. Но мы, кстати, что-то не попали в моменте, плюс там Чухан решил дефать его, поэтому тяжелый момент для нас. Доджи мульту хайбуса. Баданг нам сплетит бот, нам нужно зелень дофармить 400 голды. Я бы закрыл баданга на месте моей команды, но я пошел фармить. Обузим механику с энергией. У нас она бесконечная почти. Покупаем, поставим на автозакуп предметик. Ну, чуть-чуть не повезло. В нас ультанул слегка Чухан. Я думаю, что можно выходить на варда. Банан без слегка, Чухан без слегка. Просто чуть-чуть пожить в моей команде, и я всех расстреляю, я думаю. Ставим на перезакуп метеорчик. И бежим файт. Собираем метеор вместо СПГ. Но там у инициаторов нету кнопки контроля слегка, поэтому все хорошо. Пожалуйста. Вся ультана готова, перевесилась. Нормально. Нормально. Пожили. Еще у нас есть бессмертие на перезакупе. Ну, у нас не хватило денег на перезакуп. Ну, не повезло команде. 120 голды не хватило. Вот так бы выжили. Инда просто не везет. Давайте сразу продадим этот кусок, наверное, и просто в антифиз выйдем еще один. У нас Эймон опять нафидел. Лапу опять нафидел. Кстати, Лапу затанчил чуть-чуть ульту 1-1. Если Шахай ультанет Джусинь, то в целом все хорошо. Ну, ладно, я бы не сказал, что прям все хорошо. Мы сейчас игру можем проиграть. Пополкать Мэйби Баданга. Ну не, мы проиграли, к сожалению. Тяжело. Так, вывод по герою. Я сыграл хорошую игру, но сами понимаете, иногда просто не везет с командой. Грэнджер сейчас один из самых сильных героев в этом мете. Он может уступить некоторым только героям по типу Москова или Ван. Быстро разгоняется за счет того, что он быстро все делает, то есть быстро пачки пушит, быстро забирает голдкрабов, быстро стягивается в мид. Герой сам очень по себе простой по механике, но на нем нужно знать азы макро, то есть там как линию поставить, чтобы тебя не загангали, как не фидить в файтах для того, чтобы поддерживать стаки скайпирсера. Он хорошо стоит линию почти против каждого героя. Но против Вануа на нем могут возникнуть проблемы, я бы сказал. И Ритель еще, но это тоже скилловый матчап, то есть там все зависит от того, как вы сыграете. Ну и против Харита еще, maybe, чуть-чуть неприятный лайн, но там нужно тоже хорошо разыгрывать. Контр Грэнджера все убийцы почти. И инициаторы. Вот, его контрят герои, которые просто быстро до него добираются и могут его убить. Ну и бойцы, у которых такая же механика. Вот, не знаю, по типу Чонга, по типу Лапу-Лапу. Арвот очень неприятный, Фовчик неприятный. То есть все герои, которые прыгают на вашем лице. Вот и закончился мой гайд. Надеюсь, он был для вас очень полезным, информативным. Вы узнали для себя что-то новое. И сейчас, надеюсь, все грейнджеры, которые будут попадаться в ранг, они будут отыгрывать очень хорошо после моего гайда. Спасибо за просмотр и болейте за Team Spirit.